Здрасте. Добро пожаловать на наш испытательный полигон по проверке народного рукоделия. Комменты под последним видосом просто взорвались просьбами трудящихся ввести целый ряд новых величин. Таких, например, как период полулях-спада и полулях-часы. Обещаю заняться данным вопросом, но не гарантирую, что это произойдет очень быстро. Ну а сейчас, как обычно, зачитаем самые топовые комменты. Никтович. Представляю, как доктора Дю во время карантина останавливают менты и спрашивают: куда направляешься? В поле. А что это у вас? Поилка для кротов. Я иногда удивляюсь фантазии моих зрителей, поскольку они настолько умело подбирают некоторым вещам названия, что я даже немножко грущу по поводу того, что это я не придумал и не вставил в название видеоролика. Так вот она какая настоящая звезда смерти, Руф Лукер. И последний коммент, опять же, про ту самую звезду смерти. Последняя самоделка может остаться в вашем сердце. Я бы здесь добавил, что навсегда. Моя дорогая аудитория все продолжает спрашивать меня по поводу того, насколько все-таки качественные данные наушники, и я уже устал всем отвечать, что да. Думаете, CG-подсы дорогие? Вообще нет. Всего 3500 рублей, между прочим. Да, вы все правильно подумали. Ровно в 4 раза дешевле, чем AirPods. Именно поэтому рекомендую брать сразу две модели. CG-Pods 5.0 и CG-Pods Lite. Все равно удастся скроить и нехилую такую сумму денег, если вы понимаете, о чем я. Как я уже говорил, для любителей сенсорного управления, а также хардверных кнопочек. Кстати, между прочим, CG-Pods легко кладут на обе лопатки эти ваши яблочки, потому что у них, между прочим, есть влагозащита. А у яблочек нету. То есть, как вы понимаете, их можно не вынимать, даже если ты моешься, что в принципе настоящие мужики и делают порой. И что особенно радует, так это то, что никакие продолговатые предметы, испачканные ушной серой, из ваших ушей не торчат. CG-подсы никогда не вывалятся из ушей, даже если вы будете выплясывать, как те самые негры, которыми засрат весь интернет в последнее время. Имеешь устойчивую привычку держать что-нибудь постоянно в руках и теребонькать? Теребонькой сколько влезет. Любишь надежность и пуленепробиваемость? Я уже устал говорить. Вот, надежность и пуленепробиваемость. Корпус из алюминия D16T. И да, я тут немножко почитал, действительно из него делают некоторые запчасти для Боинга. Автономность, кстати, тоже на высоте. 20 часов без зарядки, но с кейсом, конечно же. Точно так же, как у яблочек. Также приятно осознавать тот факт, что создатель бренда CG-Pods выходец из Тюмени, между прочим. Кстати, у Гоблина совсем недавно вышло интервью с создателем и владельцем компании CG-Pods. Именно там в подробностях он и рассказал, как ему удается поддерживать не только нормальное качество сборки, но и приемлемое качество звучания. И при этом не только не доедать последний хуй без соли, а еще и скопить нормально так денег на гоночный Porsche. А все предельно просто. CG-Pods продаются только в собственном онлайн-магазине, без каких-нибудь всратых посредников типа MVideo или Евросети. Приятно, когда человек не боится показать лицо, да и в принципе чего здесь бояться, если товар действительно заслуживает уважения. Судя по всему, бренд Case Guru придумал, как несмотря ни на что, охуительно провести это лето. Все, что нужно, это укомплектоваться наушниками CG-Pods за 3500 и пиздовать на ближайший пляж. В описании под видосом есть ссылка на сайт CG-Pods и также промокод на скидку. Ну и в конце интеграции хотелось бы все-таки порекомендовать посмотреть то самое интервью, я думаю, будет интересно. Ну что же, а мы продолжаем продолжать. И вы знаете, как ни крути, но все-таки постепенно идеи по своей масштабности мельчают. И с каждым днем все сложнее и сложнее находить что-нибудь интересненькое. Но некоторые авторы внушают мне надежду. Обнадеживает, так сказать, что по-прежнему все хуево. И я вам сейчас такое покажу. Ну, в смысле, такой пиздец. Такой пиздец! Просто ебануться можно. И я, если честно, даже не знаю, как это комментировать, поэтому даже не буду пытаться. Просто смотрите. Да, вам не показалось? Чувак сварил 2 куска рандомных ржавых профиля и решил по этому поводу
снять видос. Ну, то есть, чтобы вы понимали, как это выглядит в моих глазах, я, пожалуй, проиллюстрирую. Смотрите, я посрал, вот отсюда, вот, то есть вот прям отсюда, да, вот, там вываливалось, тут у меня дырка, представляете? Нет, не подписывайтесь и не ставьте лайки. Я не собираюсь снимать процесс, это была всего лишь иллюстрация того, что у меня происходило внутри, когда я этот пиздец увидел. Ну а у меня, конечно же, в свою очередь, к автору назревает вполне себе резонный вопрос. А рулетка мел. А что, простите, мне мешает без вашего шедевра жизнедеятельности сделать вот так? То есть вот есть рулетка, на рулетке есть кнопочка, которая блокирует ленту. И все, что нам теперь нужно, это взять, собственно говоря, вот так вот мел в пальцы, взять, вот у нас тут есть краешек, вы представляете, вот смотрите, вот так вот можно сделать. Херово видно, я сейчас покажу. Берем краешек, вот так вот вешаем рулетку, смотрите, и она висит! О чудо! Надо снять 10-часовую версию. Ну ладно, теперь вернемся к сути дела. Так вот. Что мне мешает взять, собственно говоря, рулетку, вот так вот между двумя пальцами мел, второй рукой взять краешек и сделать, к примеру, вот так вот отчертить 30 сантиметров. Ну, это, конечно, не очень точно, если использовать мел, но можно взять специальный штангенциркуль. Специальный штангенциркуль выглядит вот так. Вместо обычных стальных, в общем-то, концов у него здесь специальные победитовые напайки, которые, конечно же, тупятся хуже. И теперь, внимание, фокус. Вот так вот делим. Вот так, раз. И очерчиваем линию. Вы представляете, да? Вот никогда такого не было, и вот опять. Конечно же, это далеко не все вопросы к автору, и у меня еще один остался. Понятное дело, что не у каждого и не всегда оказывается под рукой такой вот штангенциркуль, рулетка, мел и прочие приспособления. Но, конечно же, взамен их всегда может быть обнаружен вот такой вот угольник и... Нихуя себе, черный перманентный маркер. Отмечаем 10 сантиметров. О чудо! Вы только посмотрите, что делает этот парень. Обязательно писать капсом. Ну а так, если кроме шуток, вы представляете, какой я нахуй волшебник сейчас в его глазах. Я все то, что он сделал при помощи своего вот этого вот, сделал без него и гораздо быстрее, лучше и эффективнее. Магия. Месье, ваша самоделка не то чтобы, конечно, полная хуйня, но я бы вынужден был констатировать тот факт, что вы, собственно говоря, нихуище не изобрели. Потому что таких вот сваренных в кучу профилей у меня в коробке хоть отбавляй, и обычно это делается для того, чтобы компактно это все отправить в металлолом. Но я же не называю это самоделкой и не подписываю «сделай и себе». Потому что самоделка это и язык не поворачивается назвать. Но я в свою очередь, конечно же, тем не менее, все равно жду от вас следующих феерических от своей сенсационности видосов на тему, к примеру... Как включить болгарку? Как просверлить отверстие в стали пластилин 3 при помощи сверлильного станка и покупного сверла? Как открыть ящик у каталки? Как заварить чай? Ну и прочие таинства жизни, без которых, конечно же, человечество вообще не представляя, как до этого дня жило. Ладно, хуй с ним, переходим к следующему видосу в нашем сегодняшнем выпуске. Эту самоделку начнут копировать китайцы, такого вы еще не видели. Сегодня будем делать, как всегда, очень нужную и интересную самоделочку. Вот такая, друзья, у меня получилась интересная насадка на болгарку. Шлифовальная машинка. Нет, конечно, мы еще такого не видели, вообще никогда. У меня вот тут один такой стоит, которого я никогда не видел, и он там такой же точно, только побольше. И у меня для тебя херовые новости. Китайцы это начали копировать задолго до того, как ты запилил видос. Проверять тут особо нехер, потому что одна конструкция от другой не особенно-то сильно отличается, если так разобраться. И нечто подобное я уже делал в своих ранних выпусках, и здесь, в общем-то, даже сама суть упоминания данного видоса заключается лишь в том, что человек хотел показаться умнее китайцев. Ага. Так, ну ладно, давайте вернемся к чему-нибудь более осязаемому и посмотрим, наконец, что же там новенького изобрел дядь Саня. Станок, при помощи которого каждый может сказать «я есть гнуть». Механизм
Механизм достаточно простой, примитивный, но я вам должен сказать, что в этом что-то есть, и мне кажется, что оно будет работать. Поэтому давайте безотлагательно попробуем повторить и протестировать. В качестве подопытного была обнаружена вот такая вот 20-я труба, вся в говне и волосах, но это нам не помешает вообще никак. Сейчас мы ее очистим, разметим, отрежем и попробуем соорудить то, что сделал дядь Саня. Чё, блядь, за хуйня? Что-то удлинитель неожиданно сломался. Так, ну вот что-то вроде похожее получилось. Теперь нужно прошарашить пару дырок для того, чтобы потом сделать 2 пропила. А размечаться будем нашим чудодейственным предметом под названием штангенциркуль. Учитывая то, что у нас здесь труба 20 на 20, значит нам нужно поставить 10 миллиметров, и мы сейчас поймаем середину. Чисто случайно у меня завалялось в мастерской ровно 4 штуки подшипника 8 на 22. Я думаю, они здесь как раз подойдут. Теперь нам необходимо подобрать крепеж под них. Так, что у нас тут есть? Где наша заготовка? О, пойдет. Так, у нас практически все готово и уже можно собирать, но перед этим необходимо приварить подшипник. Фу, сука, гайку, блядь. Газа! Дальше, как вы понимаете, следует этап, который мне бы хотелось пропустить и в то же время в который раз объяснить дядь Сане, что подшипники к болтам приваривать нельзя. Дядь Саня! Иди сюда! No suel de los rodamientos al hierro, por favor. Окей? Вот такие болты, я думаю, будут гораздо органичнее смотреться на нашей металлоконструкции. И не так похабно, и не нужно приваривать подшипники. У меня, к сожалению, нету оцинковки, но есть вот такая вот замечательная нержавейка. Можно даже посмотреть на узкий еблет, если надо, или на широкий еблет. В общем, сплошные плюсы. Итак, сейчас мы на ней будем тестировать. Я думаю, не лишним будет зафиксировать наш лист, чтобы он никуда не съебался ненароком, и нам было удобнее работать с нашими 1,5 руками. Вот. Я теперь понял, почему он спилил, блядь, шляпки, сука, уебаных болтов. Если не спилить шляпку, то по мере загибания листа появляется вот такая вот неприятная полоса, которая как раз таки от болта и остается. Ну что же, как ни крути, все-таки придется припиздячить болты к подшипникам. Как бы мне этого не хотелось, только делать мы это будем не электродной сваркой богомерзкой, а аргонно-дуговой. Это будет и поаккуратнее, и понадежнее. Но если что, это был не я. Ну, тут как бы глаза, ну, как бы не очень, потому что дуга не очень яркая, и, в общем, поэтому глаза, ну, как-то так. Ну что же, надо пробовать еще раз. А вдруг что получится? Ну да. При попытке зажать в тиски и повторить подобное вряд ли что выйдет, потому как край будет очень рваный, мятый и все такое. Здесь, я бы сказал, практически под линеечку. Но есть некоторые но, конечно же, и претензии конструкции, которые я обязан озвучить. Во-первых, ролики спрыгивают с края, поскольку никакой направляющей, удерживающей их здесь нету. Поэтому в некоторых случаях, когда вы делаете процедуру по загибанию, то они делают вот так и съебываются куда-нибудь на сторону. Здесь нужна некоторая ловкость рук, но как бы я ни пытался, я не придумал на скорую руку никаких удерживающих приспособлений, которые можно было бы по-быстрому сюда приварить и получить абсолютно функциональный прибор. Но я не вижу в этом минусе ничего страшного, здесь всего лишь нужна некоторая сноровка, поэтому я бы сказал, в домашних условиях на скорую руку по-быстрому, если что-то нужно загнуть из оцинковки, то очень даже ничего. Осталось померить полной хуйняметром.
44 полуляха из 250. Я думаю, здесь все связано с качеством сборки и, собственно, концепцией самой конструкции. Но пользоваться можно, самоделка далеко не полная хуйня. Следующая самоделочка тоже от дядь Сани, поскольку так уж получается, что в последнее время только он у нас ударник-стакановец, который что-то хотя бы интересное изобретает. Но к этой самоделочке у меня есть некоторый ряд вопросов, а перед этим ее, думаю, резонно будет посмотреть. Приспособление для изготовления металлических блинов. Единственное, для чего данные блины могут пригодиться из того, что мне только что в голову пришло, это только заготовки для изготовления металлических роз. Но если ты умеешь делать металлические розы, то ты, по идее, не нуждаешься в таком изобретении, поскольку у тебя и так руки ровные, и круг уж как-нибудь болгаркой ты вырежешь. Что я, в принципе, могу продемонстрировать, поскольку имел опыт изготовления металлических роз. Для этого нам понадобится рандомный лист железа и какой-нибудь шаблон, который позволит нарисовать нам окружность на нем. Это будет изношенный отрезной диск. Что у нас тут подходит лучше всего? О! Отлично! Как раз по ширине листа. Ну что же, берем маркер и чертим. Идеально. Теперь берем пару зажимов и болгарку. Мне кажется, ли получилось ровнее. И, кстати говоря, при изготовлении металлических роз не всегда нужно отверстие посередине, и его потом приходилось заваривать. Так что в нашем случае, самоделка не то чтобы полная хуйня, но необходимость ее практически нулевая. Но, тем не менее, как вы любите, мы сейчас будем изготавливать, испытывать и усовершенствовать, конечно же. Хотя и не собственными руками, поскольку Матвеев меня опередил в некоторой степени, и нам ничего не остается, кроме как посмотреть уже свершившийся процесс. Maybe just a group of DJs. Well, let's hear it.
Знаю, прекрасно вас понимаю. Вы сейчас резонно заявите: доктор, позвольте, этот прибор отнюдь не похож на то, что изображено в видеоматериале, ровным счетом нихуя. Но, как вы понимаете, мы здесь, в общем-то, на пару с Матвеевым сделали некоторый ряд улучшайзингов, и я вам сейчас продемонстрирую, что имелось в виду и как это вообще работает. Для того, чтобы настолько же сильно улучшить данное устройство, вам, конечно же, понадобится частотник, трехфазный мотор с понижающим редуктором и плазморез. Так уж получилось, что в нашей мастерской все это валялось без дела в какой-то степени и было задействовано. Понятное дело, что в вашей мастерской данные вещи валяться могут могут не валяться, вот, да. Ну, у нас валялись, поэтому мы их задействовали. Почему бы и нет? Ну что же, давайте попробуем вырезать ровненький кругляшок. Должно получиться. Как-то так. Ну и как вы понимаете, таких кругляшков можно нарезать хоть ахулиард штук с одной заготовки. С вот такой. Ну и главное преимущество данной усовершенствованной самоделочки по сравнению с той, что продемонстрировал дядя Саня, так это то, что здесь можно резать фольгу толщиной до 12 мм. А там, к сожалению, по-моему, насколько я понимаю, только лишь до 2. Ну и повторяемость здесь, конечно же, получше будет. Ну а мы плавненько переходим к нашему последнему видосику в сегодняшнем выпуске. И, конечно же, название здесь, как всегда, громкое. 3,8 миллиона просмотров. Гениальное приспособление из трубы и болта. Обязательно сделай. Как всегда, название нихуя еще не дает понимания о том, что же мы сейчас будем смотреть и как это искать, если вдруг понравится. То ли это будет электротурбозалупочес, то ли это будет Dildatron 2000, то ли это будет шубу в трусы заворачиватель 1500. Короче, нихуя не ясно, давайте смотреть. В процессе просмотра данного видеоматериала под гипнотический голос автора становится понятно, что мы имеем дело не с чем иным, как с пистолетом для установки резьбовых заклепок. Для начала нам понадобится пара каленых болтов с резьбой М6, М10 и увеличенная гайка под 10-ю резьбу. Кусок трубы. В моем случае труба диаметром 33 мм. Кусок листового металла и самая обыкновенная ручка от электроинструмента. Такие приспособления уже давным-давно изобретены. И электрические пистолеты для установки резьбовых заклепок, и пневматические, и в виде адаптеров на дрели и шуруповерты, и двуручные, какие хочешь. О минусах данной конструкции мы поговорим чуть-чуть попозже, после того, как вас создадим и протестируем. А сейчас, собственно говоря, экшон. Как сказал автор, нам понадобится болт каленый, а именно с классом прочности 10,9, М10, а также длинная гайка М10. К сожалению, у меня абсолютно нихуище нету каленых болтов М6, но есть шпилька метровая с классом прочности 10,9. Я думаю, в принципе, ее приколхозить можно. Далее понадобится труба и полоса металла 4х30. Пока все. Похуярили. Торцанем мальца, чтоб красиво было. Теперь нужно пошоркать, чтоб блестело. Ну, вроде как-то так. Теперь отхуюживаем 4 отрезка полосы 4х30. Из нее же будем делать те самые торцовые шайбы и направляющие для нашей гайки. А вот теперь точно. Прикольный штурмовой корабль со Звездных войн получился. Теперь, пожалуй, самая сложная процедура, как отбазировать две детали, у которых нету база, и после этого сварить. Собственно говоря, в нашем случае это будет шпилька М6 10,9 и длинная гайка. Придется делать наугад. Вы знаете, что делать, а я, пожалуй, начну. Вот типа вроде ровно. Вперед на штурм Звезды Смерти! Пизда тебе, Датвейдер ебаный! Так, теперь самая сложная процедура — пропилить два симметричных пропила, так, чтобы это все было ровно. Для тех, у кого руки из жопы, в принципе, могут даже не начинать пытаться повторить данную самоделку. Если честно, то даже я тоже не уверен, что получится. Но сейчас узнаем. Для этого нам понадобится диск потолще
И это у нас когда-то был 230, 2,5 на 22 и 23 сотых. Так, с торцовыми шайбами мы поступим гораздо умнее. Для того, чтобы не ебаться ни на станке, ни на дрели, сначала мы приварим квадраты, а потом обточим. Это будет гораздо быстрее и удобнее. Вот такое страхоебище получилось, но сейчас мы это очень быстро поправим при помощи гриндера. Сука! Ну, вот такое вот гнилое алоэ получается. Остается лишь на станке просверлить отверстие 6 мм, вложить туда подвижную часть и с другой стороны вложить и заварить еще одну шайбу для того, чтобы позже просверлить еще одно отверстие 10 мм. Проще некуда. О, вот теперь можно заваривать. Ну да, уже рано. Ничего, такая хуйта получается. Сука, как же я люблю гриндеры. Они идеальную поверхность делают на любой железяке. Единственное, что сейчас самое грустное, это придется припиздячить сбоку гайку для рукоятки, и она испортит и весь внешний вид. Ну что поделаешь. Отклоняться от конструкции никак нельзя. И сюда. Я у тебя рукоятку позаимствую ненадолго. Не ссы верну. В мастерской не нашлось длинного болта М10 с классом прочности 10,9, и поэтому обойдемся коротким. Это никак не ухудшит конструкцию, тем более, что совершенно не имеет никакого значения, какой форм-фактор соединения с шуруповертом будет. Поэтому у нас будет через хитрый переходник под головку на 17, и я бы сказал, что, наверное, это даже будет немного удобнее в некоторых случаях. Ну что же, время проверять. В качестве подопытного у нас будет все та же многострадальная полоса 4х30, и, в общем-то, как завещал автор, Под шестую заклепку сверлим отверстие 8 мм. благо у нас для этого специальные сверла есть. И потом, в общем-то, этим же, наверное, ну, может быть, вот этим протестируем. Не имеет никакого значения. Ну что же, я думаю, резонно показать сразу поближе, чтобы не было никаких вопросов и чтобы лишний раз не портить, каких там, резьбовые заклепки. Вот. Одеваем переходник, переходник, переходник и на него надеваем головку. Заклепка у нас уже, а вот хуй, не 8 миллиметров. 9 миллиметров. А вот теперь одеваем нашу резьбовую заклепку. Вот так вот делаем. Включаем на дреле первый пердача и крутим. Буксовает. Секундочку. Вынимаем переходник из переходника, вставляем обратно, суваем, крутим. Упс. Я бы сейчас здесь сказал, что, в принципе, что и требовалось доказать, но честно признаюсь, что даже для меня это было немного неожиданно, и я готов поспорить, что даже у автора подобного не случалось, и он не подозревал, что такое случиться может. Но, тем не менее, факт. Даже если бы этого не случилось у меня, я думаю, что случилось бы на 10-м, может быть, 20-м разе. Ну что же, припишем это к очередному минусу, и не могу все равно сказать, что самоделка полная хуйня. Возможно, я херово приварил, а может быть, здесь все-таки кроется головный технический проеб конструкции, что к менее каленому железу приварено более каленое, и в этом месте, собственно говоря, самое слабое место. И тавтология тоже на месте. Все как я люблю. Тем не менее, я бы не сказал, что самоделка полная хуйня. Скорее, некоторые технические решения далеко не самые удачные. Ну а теперь, пожалуй, поговорим про заводские решения и главные минусы данной конструкции, если бы даже она выжила, поскольку таковые имеют место быть. Первый и самый главный минус конструкции. Резьбовые заклепки бывают 5 мм, 6 мм, 4 мм, 8 мм.
и даже 10 мм, но их у меня нету, и в принципе они мне в ху не тарахтели. И вот для этого существуют заводские решения, которые в некоторых случаях стоят дорого, но если сильно поискать, то можно найти где-то тысяч так за 5 рублей и не морочить себе жопу. Сейчас покажу. Двуручный пистолет для установки резьбовых заклепок со сменными насадками и направляющими. В комплекте с ними всегда, подчеркиваю, всегда идут те самые направляющие в виде вот таких вот нехитрых предметов, а также непосредственно те резьбы, которые ввинчиваются в резьбовую заклепку разных размеров, начиная с, нихуя себе, с 3 мм и заканчивая, секундочку, 12. И как вы понимаете, конструкция подразумевает такие нагрузки, которые нужно развить для того, чтобы установить резьбовую заклепку диаметром 12 мм. Как работает данный прибор, вы уже видели сегодня, в сегодняшнем же видеоматериале, когда Матвеев собирал вращающийся стол для того, чтобы резать всякие кругляшочки. Ну а в назидание последователям хочу сказать, что если у вас вагон времени и огромное желание попытать свое счастье в данной конструкции, то вперед! А я всего лишь могу сказать, что самоделка не удалась. Полной хуйней почему-то язык не поворачивается назвать, потому что, ну, как минимум, была попытка сделать аккуратно, и, возможно, у автора она работает. Но, тем не менее, испытания показали, что быстрая поломка имеет место. На сегодня у меня, к сожалению, все. С вами был Доктор Дью. Вы знаете, что делать. Присылайте в комменты свои видосы, а также в Инстаграм. Элойс Пиписька, до свидания.